Привет всем изучающим русский язык. Это мое третье видео из серии русских народных сказок, которые я собираюсь вам рассказать. Наша сказка на сегодня называется «Зайкина избушка». И она подходит для уровня сложности самых начинающих, то есть для А1. Ну что, начинаем? Слушайте. Жили-были в большом лесу заяц и лиса. Заяц был добрый и трудолюбивый, то есть любил работать. Он построил себе крепкий домик из толстых веток, досок и соломы. Вот мы видим то, что домик деревянный. Внутри было тепло, уютно, с печкой, вот она печка, и маленьким столиком. Заяц каждое утро пил чай из кружки, да, и радовался жизни. А лиса была хитрая и ленивая. То есть она не любила работать. Лиса слепила домик из снега. Вот мы видим из снега. Блестящий, красивый, как ледяной замок. Но пришла весна, солнце пригрело, снег начал таять, кап-кап-кап, да. Домик лисы растаял за один день. Был домик и нету домика. Лиса осталась на улице, дрожит от холода, холодно ей, и мокнет под дождем, дождь. Лиса побежала к зайцу. «Зайчик, милый мой сосед, пусти меня в твой домик хотя бы во двор погреться». Заяц, добрый сердцем, открыл дверь. «Конечно, заходи». Лиса вошла во двор и сразу почувствовала тепло. А ночью лиса забралась на печку, вот она печка, теплую и высокую. Утром она крикнула: «Теперь это мой домик, уходи, заяц!» и выгнала его вон. Вот мы видим, лиса гонит зайца. Заяц сидел под кустом грустный и голодный, то есть он хотел кушать. Он плачет громко. «Ой, беда, мой домик украли!» Бегут мимо его друзья. Сначала собака, вот она собака. Собака говорит: «Эй, лиса, выходи, верни домик зайцу». А лиса с печки орет: «Не пущу, выскочу и тебя порву». Собака испугалась и ушла. Пришел медведь, вот он медведь, большой и сильный. «Лиса, я разнесу твой домик». Но лиса не боится. Лиса говорит: «Выскочу и тебя порву». Медведь вздохнул и ушел. Заяц совсем расстроился. Вот он. Вдруг слышит: кукареку, это петух. Вот он, петух. Прилетел с острой саблей. Сабля. Он взлетел на крышу домика и заорал во весь голос: «Эй, лиса, мошенница, выходи немедленно, иначе я спущусь и порублю тебя саблей раз, 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 раз». Лиса услышала страшный голос, увидела саблю и запаниковала, испугалась, да. Выскочила из домика без оглядки и убежала в лес навсегда. Вот. Заяц обнял петуха и говорит: «Спасибо, друг, теперь мы будем жить вместе». Они починили домик после лисы, да, накрыли стол с морковкой и свежими овощами и стали жить весело, дружно и счастливо. Конец.
Вот такая сказка. Спасибо за просмотр. Если вам понравилась эта сказка, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока-пока!